Если вы хотите украсить свой сад цветущими полянами из густой зелени и множества ярко-синих цветов, посадите неприхотливую литодору. Этот эффектный многолетник оценили многие садоводы за его малоуходность и красивый вид в течение всего сезона. Ко всему, плотные посадки этого почвопокровника избавят вас от изнурительной прополки сорняков. Литодора считается одним из наиболее удачных, долго цветущих и засухоустойчивых растений для открытых солнечных мест, ракариев, каменистых садов и альпийских горок. Она хороша тем, что имеет универсальное назначение и совершенно неприхотлива в уходе. Ее кустики образуют невысокие плотные покрытия, которые прикрывают почву от сорной травы, заполняют пустующие участки и способны расти даже в самых неблагоприятных местах. Этот почвопокровник хорошо приспособится даже под кронами деревьев и кустарников и между камней. Литодора очень красиво смотрится на невысоких бордюрах и подпорных стенках. Ее можно высаживать по краям дорожек, на переднем плане цветников и в каменистых садах. Но стоит учесть, что для обильного цветения этому многолетнику лучше выбирать хорошо освещенные участки. Литодора – это жаростойкий и засухоустойчивый почвопокровник, который идеально подходит для солнечных мест. Однако он настолько универсален, что сможет расти даже в качестве комнатного растения в домашних условиях. Очень красиво выглядят в подвесных кашпо его неспадающие побеги с короткой листвой, похожей на розмарин, и яркими цветками-звездочками. Литодора цветет не только красиво, но и обильно. В зависимости от разновидности и сорта цветки могут быть сине-голубой, белой, желтой, фиолетовой и розовой окраски. Листва также может отличаться своим видом. Наиболее популярными в садоводстве считаются белоцветковый сорт Альба, Heavenly Blue с невероятно обильным цветением, голубыми звездочками, похожими на незабудки, Литодора Star с лазурно-голубыми цветами и белой каймой по краю лепестков и другие. Этот неприхотливый почвопокровник просто шикарно выглядит во время цветения, которое длится с конца весны по первый месяц лета. После обрезки он зацветает повторно, хотя есть виды, которые цветут с мая по октябрь. К таким, например, относятся литодора раскидистая и ее известный сорт фаворитка Петра. Но даже без цветов густое покрытие литодоры и ее ветвистые побеги с мелкой вечно зеленой листвой выглядят очень декоративно. Для этого почвопокровника лучше выбирать участки на небольших возвышенностях или на склонах. Подойдут любые места с хорошим дренажом. Важно, чтобы в почве не застаивалась вода. Литодора отлично переносит засуху, но не застой влаги, особенно в холодное время года. Именно от чрезмерного замокания в ранневесенний период это растение может сильно пострадать. Увидев весной его потемневшие побеги, многие считают, что литодора имеет низкую зимостойкость, но это не так. Ее кустики под снегом способны выдерживать понижение температуры до минус 15-20 градусов. В более холодных регионах посадки этого почвопокровника мульчируют и укрывают лапником. Его также можно пересадить в контейнеры и занести в дом или неотапливаемую крытую теплицу. Имейте в виду, что для создания небольшой поляны вам потребуется несколько растений. Один кустик со временем способен разрастаться в красивое густое покрытие высотой 15 см и диаметром около метра. Хотя есть и более высокорослые виды до 20-30 см. При посадке литодоры на дно ямок уложите слой дренажа. Землю готовят рыхлую, с добавлением песка или торфа. Почва должна быть нейтральной или слабокислой реакции. Литодора не любит известковые грунты. Чтобы кустики росли пышнее, стебли можно прищипывать. Делают это на стадии рассады и после того, как растения отцветут. Высадку саженцев лучше проводить весной, хотя в теплых регионах подходит и осеннее время. Литодора – это совершенно неприхотливый и засухоустойчивый почвопокровник, с которым справятся даже начинающие садоводы. Она крайне редко поражается болезнями. Это растение идеально подойдет для малоуходных садов и занятых людей, ведь его вам не придется постоянно поливать и удобрять. Подкормки вносятся по желанию, всего несколько раз весной на стадии появления бутонов и после первой волны цветения. Хотя в некоторых запущенных случаях листики литодоры могут приобретать желтизну. Обычно это свидетельствует о том, что кустики растут в очень скудном грунте или в почве со щелочной реакцией. Под такие растения хорошо внести компост и подкормить их жидкими удобрениями для вересковых культур.
гортензий, азалий или рододендронов. Литодора – это не только неприхотливый и красивый многолетник. Она относится к лечебным растениям, которые применяют для заживления ран, снятия болей, чистки печени и других целей. Кстати, в переводе с греческого название литодора переводится как «каменный дар». Этот засухоустойчивый многолетник можно использовать в разных местах, например, для декорирования склонов и подпорных стенок, альпинариев, а также для украшения внутренних двориков, террас, балконов и даже домашнего интерьера. Чтобы способствовать более обильному цветению, кустикам потребуется солнце и нечастая обрезка, которую можно проводить осенью. Благодаря этому ее стебли станут лучше ветвиться, посадки будут выглядеть намного плотнее и обильнее цвести. Кстати, обрезанные побеги можно использовать для размножения. Литодора хорошо черенкуется, и ей даже не потребуется дополнительная обработка стимуляторами корнеобразования. Ее также размножают делением куста и посевом семян. Весной или после того, как литодора отцветет, ее разросшиеся полянки можно проредить. Деленки должны иметь небольшую часть корня и несколько ростовых почек. А вот семенное размножение намного сложнее. Семена литодоры имеют плотную оболочку. Для прорастания им требуется много времени. Посев на рассаду проводят еще с осени. Всходы появятся лишь зимой, а рассаду пересаживают в сад не раньше мая. Свежие семена также сеют сразу в открытый грунт, но такие растения зацветут гораздо позже. Литодору часто используют в качестве неприхотливого и эффектного цветущего ковра. Она также поможет вам справиться с сорняками, оформить альпийскую горку, передний план цветников и края дорожек. Этот многолетник украсит ваши солнечные окна в помещениях и порадует вас своим обильным цветением. И я буду благодарна, если вы поделитесь своим опытом в комментариях и посоветуете другие почвопокровники для жарких солнечных мест. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.